Всем привет! Мы на подкасте «Творческий рехаб». Это встречи с моими драгоценными, любимыми творческими друзьями. Не обязательно те, которые занимаются творчеством, но в данной ситуации занимаются. Те, которые творчески относятся к жизни, которые развивают свой творческий подход во всех направлениях, будь то жизнь или работа. Поэтому сегодня моя гостья Аня Запылаева, мой любимый легендарный фотограф из Киева, который сейчас находится во Франции и тоже пытается заполнить творчеством, не знаю, может, неправильно скажу, но поправь меня, если захочешь, то есть ту пустоту, которая у нас появилась из-за того, что мы не рядом с нашими близкими, друзьями и знакомыми, я заполняю ее творчеством. И я думаю, что и ты тоже. Поэтому меня зовут Сана Будяк, и я вас приветствую. И сегодня мы поговорим о силе вдохновения, о творчестве и что вдохновляет Аню Запылаеву. Первое, что хотелось бы сказать, очень рада тебя видеть, очень скучаю. Второе, что помимо творчества сюда в переселение, скажем так, практически ничего и не было взято. Так что уехала только с творчеством, больше ничего. Ну, так это уже больше, чем ничего. Да, это уже больше, чем ничего. А если в глобальном смысле посмотреть, творчество — это и есть все. Потому что, не знаю, там кто верит в Бога, кто верит во что, но в принципе все о том, чтобы что-то создавать. Ты создала, я создала, и если человек создает, он чем-то занят. То есть ему некогда грустить и некогда думать о плохом. И в принципе все, что мы делаем, да, это делаем для того, чтобы получать удовольствие, быть счастливыми. А творчество, на мой взгляд, как нельзя лучше помогает создать жизнь поинтереснее, чем она может быть. В обычном привычном мире, да, то есть творчества не так много, как людям кажется, но если обращать на это внимание, то его очень-очень много. А чем ты сейчас занимаешься? Какое творчество сейчас ты развиваешь? Все, что ты взяла с собой его, и как ты его проявляешь? Что у тебя там происходит в творческом аспекте? События не происходят сами собой. Они создаются. Каким-то чудесным образом находятся люди, которые тоже хотят что-то делать, что-то сохранить в своей жизни. Сказать, что их много, нет. Но каждый как какой-то, знаешь, большая находка, как такой праздник повседневности, потому что повседневность тут тоже есть. Я снимаю портреты. Здесь это достаточно сложно, потому что фотография не особо развита во Франции. Это похоже больше на украинское общество лет 10 назад. То есть фотографы в своих студиях, к которым приходят люди, они ставят их какие-то застывшие позы, снимают 10 снимков, говорят, что это, в общем-то, все. До свидания, касса там. Так у тебя есть уникальная возможность стоять у истоков новой французской фотографии. Мне кажется, что Франция, в общем-то, пропускает этот этап из-за технологического прогресса, потому что камеры телефонов сейчас гораздо лучше качеством, чем те же 10 лет назад. Возможности обывателя велики. Это дает иллюзию того, что они хорошие камеры могут снять шедевр. Но, как оказывается, потом, впоследствии, все равно фотографа заменить пока все еще сложно. Но проблема в том, что у людей в сознании этого все еще нет. Они радуются только потом, когда видят уже готовый результат, готовую фотографию, тогда они понимают разницу. В этом, наверное, вся и сложность. То есть не попробовав, не узнаешь, как это. А можно тебя попросить поделиться какими-то своими портретами за последний, допустим, год, которые тебя вдохновили, там 2-3, которые появятся потом на экране, ты мне отправишь позже? Да, конечно, конечно. Я бы очень хотела, чтобы люди увидели, насколько камера смартфона отличается от глаза профессионального фотографа. У меня фотография — это хобби, и я понимаю, когда снимаю я, да, или там просишь кого-то снять, у люди даже не знают, куда смотреть. Ну, не потому, что они там плохие или хорошие, просто глаз человека, который привык видеть сквозь камеру, он совершенно по-другому видит. По-другому, да. Во-первых, по-другому картинка, но, во-первых, оптика все равно другая. В любом случае, более реалистичное изображение. То есть нет искажения картинки, если хорошая оптика. Даже не в этом дело. Взгляд со стороны человека — это всегда другое.
Когда снимаешь сам себя селфи, ты уже знаешь свои ракурсы. О, здесь я красивый, здесь я некрасивый, здесь так, здесь так. Когда тебя видит другой человек, ты как будто бы смотришь со стороны, с такого ракурса, с которого ты никогда себя никогда вообще не увидишь в жизни. Ни в зеркале, ни щелкнув не так, не так, не так, никак. Людей, которые фотографируют людей, тоже их достаточно мало, потому что у каждого в голове есть фильтр. А, я сейчас сниму, а это вот будет некрасиво, а вот здесь вот он не так повернулся, а вот здесь не так смотрит, а здесь не так, а здесь не так. Конечно же, хотелось бы, ну, мне так кажется, что каждому, наверное, в своей жизни хотелось бы, чтобы где-то была невидимая камера такая, которая в нужный момент жизни, в счастливый, сняла тебя, ты ее не замечал бы, не сжимался внутри, не думал, как ты выглядишь, и потом получил такую фотографию, на которую приятно будет посмотреть на память. Вот, наверное, вот таким сейчас я и занимаюсь, потому что, как оказалось, здесь тоже люди хотят оставить свои воспоминания о праздниках, о каких-то торжественных моментах, и это очень круто. Ну, фотография это вообще сколько столетий она? В 19 же веке, да, появилась фотография? Да. Получается, несмотря на то, что многие художники думали, что фотография вытеснит живопись, да, сейчас многие думают, что фотография вытеснит AI, да, или там смартфоны качественные. Мы видим, что, ну, я, по крайней мере, наблюдая за развитием, я очень люблю AI и все, что с ним связано, искусственный интеллект, и все, что с ним связано, но, да, это упрощает жизнь мне как контент-мейкер, но я вижу, что работа фотографа будет цениться больше, потому что ты передаешь настроение. Это то, что все равно не может искусственный интеллект увидеть, все равно не может увидеть простой человек, потому что мне кажется, что ты как бы смотришь не только на картинку, да, ты же как бы ловишь моменты, настроения, состояния. Они не всегда могут быть веселыми, положительными, да. Насколько я помню, ты портреты снимаешь людей в различных состояниях, и в этом прелесть, да, что чтобы камеры прочувствовать вот эту энергию, это, ну, мне кажется, что ни один искусственный интеллект с этим не справится. Ну, по крайней мере, пока. Ну, я думаю, впоследствии все может быть реальным, но сейчас все равно человеку нужен человек, и взгляд человека со стороны тоже. Желательно добрый. Иногда, может, и можно... Я знаю, злые взгляды тоже бывают, и... Ну, а как же без них? Это для гармонии во Вселенной, наверное. Для того, чтобы ценить хорошее, надо понять, что такое, что было плохое, что было плохого в твоей жизни, да, для того, чтобы был вот этот баланс, что такое, это было плохо, а вот это сейчас хорошо. Знаешь, все тоже относительно. Люди говорили, я не совсем понимала, о чем это, вот как это может быть все нейтрально. Нету плохого, нету хорошего. Ну как же нету плохого, если есть объективное плохо? Ну, а сейчас я понимаю, что действительно ни плохого, ни хорошего нет. Вот есть отношение к этому, ко всему, вот как ты к этому относишься, вот так оно и есть. Даже какие-то страшные вещи, ну, казалось бы, которые страшно переживаются, все равно в итоге это неплохо и нехорошо. Это опыт. Констатация факта, да, просто. Опыт, да, да, это как спорт, когда выходишь из зала, у тебя все болит, руки, ноги, все отваливается. Это хорошо или плохо? Наверное, плохо, если болит, а с другой стороны, если оно не переболит, мышца не вырастет. Ну да, то есть все. Точно так же, как и душа, вот она болит, болит, но, может быть, когда она болит, тогда она и растет. Потому что если поместить ее в такой сахар и закидать ее всеми благами, и не будет в ней ни грусти, ни печали, ни слез, то она не вырастет, она будет такая, знаешь, как желе, как какое-то, я не знаю, как что. Но она вырастет только в физическом плане, да, то есть она может наполниться, да, чем-то таким, в чем она плавает, и все. Ну, не знаю, мне кажется, в нашем мире невозможно так, чтобы вот рост был действительно без боли. Люди говорят, что нет, это нужно концентрироваться на хорошем. Конечно, естественно, нужно. Нужно обязательно понимать, что все эти тяжелые периоды, они закончатся, нужно иметь надежду, смотреть на это как-то с надеждой. Но все же они есть. У меня, когда у Амали, моей дочки,
ножки болели, когда она растет, ну, то есть когда маленький ребенок, да, перед сном Да. у нее очень как бы часто крутили ножки. Я М. такая, я не знаю, я не изучала медицину, но вот я себе так придумала, и это рассказывала, и это срабатывало. Говорю, ну клеточки делятся, да, и как бы, так как ты быстро растешь, клеточки делятся, они как бы не успевают, поэтому вот появляется такая физическая боль. И когда она это поняла, то есть как бы ей уже стало легче переживать это все. И вот то же самое в жизни, да, то есть понятно, что зоны роста, да, там кто-то растит свой бизнес, это всегда сложный процесс, поменять свои, опять же, нейронные связи, если брать там, научные, да, как бы научное объяснение, надо заменить одно другим, то есть одно надо вытеснить, на это место поставить что-то другое. Если я вела бизнес в одном направлении, теперь надо вообще все переделать, да, делать, ну, это сложный процесс. Вот, Да, но это сложный процесс, главное перестроить себя внутри и увидеть вообще, в чем смысл. в чем Хотя смысл? бы А в лично чем для смысл? нас. А в чем Да, смысл? в чем смысл? Мне кажется, его нет. Ну, его нету настолько тотально, вообще нету никакого смысла. Каждый вот придумывает себе свой смысл в тех рамках, в которых он может, и все. То есть, знаешь, Ну, я как даже соглашусь. Когда ты сказала, есть. что смысла нет, я такая: "Нет". А потом, когда объяснила, я с тобой согласна. Вот как каждый сам наполняет смысл. Все, что он, во-первых, создает, во-вторых, все, к чему он относится и прикасается, правильно? Да, мы как в большом супермаркете с определенным количеством денег, возможностей. Знаешь, вот у каждого есть свои возможности тела, вот у людей же они разные, эти возможности тела, с возрастными какими-то моментами, физиологичными и так далее, и так далее. Кому-то дано больше, кому-то вроде бы как меньше, но каждый может использовать свой ресурс на полную и выбрать в этом магазине что-то свое волшебное, знаешь. Да, я знаю, но опять же, вот кем дано? То есть как Волшебное приключение. волшебное приключение. А что тебя сейчас вдохновляет вот в твоем периоде? Не знаю, роста, распада, развития? Я не знаю, что это такое, честно говоря, но мне кажется, что я больше наблюдатель. Мне нравится наблюдать, и я просто смотрю кино. Я смотрю кино, мне нравятся некоторые эпизоды, я их оставляю, показываю. Говорю: "О, смотрите, посмотрите, какая красивая главная героиня или какой красивый главный герой". Каждый смотрит, наверное, на этот портрет и представляет себе, что же там стоит в этом кино за этим портретом. В какой-то момент я, наверное, поняла, что все бессмысленно. Ну, я не могу понять людей, люди не могут понять меня, никто ничего не понимает. И единственное, что остается, это просто наблюдать и наслаждаться. А если важным является лишь то, поймешь ли ты себя, мы далеко от всего, к чему привыкли, вот, и как создавать свой новый мир. Со многими я даже не могу говорить, потому что как бы они считают, что ну, те, кто уехали, у всех же сахар, а там плохо. А то, что у нас тоже происходят какие-то сложности, понятное дело, никто не видит, потому что мы не рассказываем. И получается, те близкие люди, с которыми ты мог разговаривать с утра до вечера, сейчас с ними вообще сложно поговорить, да, потому что вот отрицают то, и там не нужны, мне не интересны твои планы, мы живем одним днем, а ты тут рассказываешь про свои творческие, там как бы... А я заполнила творчеством свою жизнь, и мне стало легче. И по поводу смысла, да, понять себя, я вот тоже анализировала, думаю, ну почему вот такое условно тотальное одиночество какое-то, не потому что людей рядом нет. Вначале там как бы я общалась и так далее, а сейчас вообще не хочется. Вот хочется настолько первый раз в жизни посвятить время себе и своим процессам. Так я думаю, да вот же тебе вот как бы вселенная, или ты сама себе организовала пространство так, чтобы наконец-то прислушаться к себе, да, вот какой смысл во мне, какой смысл я несу. И вот картина начинает вырисовываться, да, в плане того, что действительно, вот я еще заметила это по американской школе. Мы часто разговариваем в Сомали, разницу, да, между украинской и американской школой, и здесь учат детей презентовать себя, социализироваться, да, ну, условно, выживать в огромном мире этих тысяч одноклассников, потому что ну, нет Да, больше как бы класса, да, и люди сфокусированы на себе, их это учат фокусироваться на своих желаниях, на своих потребностях, на своей там частной собственности, на том, что тебе важно, то есть, да, учиться там презентовать, там продавать себя, а у нас же там, ну как, ну у меня тоже такое же ощущение у было. нас только долг и чувство вины. По жизни Ну, есть долг и чувство вины.
Ну и да, и нас, как бы мы с одноклассниками объединялись против какого-то главного врага какого-то учителя. Мы, естественно, дружили, потому что нам надо было группироваться, да, чтобы выжить. Куча мыслей по этому поводу, но основная мысль, которую я хотела донести, это вот то, что я согласна, что его нет, пока мы его не создаем. И только от нас зависит, что мы создадим, да, вокруг себя. То есть в чем смысл твоей жизни? Да? Для меня, допустим, смысл жизни создавать, вдохновлять. И чем больше людей вокруг меня будет улыбаться, вот, и будет счастливым, тем я буду счастливее. Да? То есть что-то хочется оставить после себя хорошее, а не только там кучку дерьма под кустами, знаешь. Да. Я всю жизнь задумалась о смысле жизни, но только сейчас я понимаю, да, что его нет. Его Что его нет, нет. его правда Да. нет. Ощущение, вот, ну, у меня, например, есть такое внутреннее ощущение. Вот мне написали несколько человек и говорят, не хочешь ли поехать в Брюссель и поработать? А я понимаю, что я не хочу сейчас. Вот, но не дает. Это не потому, что я не хочу, потому что мне лень, потому что что-то, а потому что я не хочу конкретно работать вот в данном направлении с данным конкретным человеком. Вот, ну, мне не хочется, у меня портится от этого настроение. Например, у меня была поездка 1500 километров, чтобы встретиться с человеком на 2 часа, всего 2. Я поехала. То есть 3000 километров для меня было вообще абсолютно ни круг никакой. Я не получила ни копейки за это денег, я потратила свои, но я вернулась счастливая, и я это счастье проносила, ну, где-то полгода мне хватило этого заряда. Какой в этом смысл? Я не знаю. Все сказали, Вдохновляют тебя что ты все-таки. сошла с ума. Какой в этом смысл? Я не знаю, какой в этом смысл. Я была счастлива. Ну, так смысл, ты же сама говоришь, что смысл наполняться счастьем. Да, Чем смысл больше нас... наполняться счастьем, а счастье у каждого свое, знаешь, вот у каждого какие-то, вот кто-то купил себе платье, он счастлив, он действительно счастлив, потому что вот А красиво. кто-то два купил. Кто-то 2 купил и несчастлив, и на Да, счастье не будет. Кто от чего счастливым становится? а чего счастливой становишься ты? Что тебя наполняет? Я поняла, люди, как бы Я счастливая, вот, ну, с тобой общаюсь, это приятно. ну, даже история. Так, я не знаю. Ну вот, наверное, какие-то такие моменты, когда что ты чувствуешь, как будто бы что-то не только твое есть, а прикасаешься к чему-то вместе. Ой, Этот, красиво. как обед, Прикасается, который прикасаешься к чему-то вместе. период такой, когда люди кушали что-то вкусное и красивое и выкладывали. Сейчас такого нету тренда, но первое время был. Вот, едят там люди какие-то, я не знаю, ну, что-то вкусное, что-то красивое, и вот они фотографируют и выкладывают, поделиться. Какой смысл делиться фотографией еды? Потому что одному есть невкусно. Всегда было во всех народов приглашались гости, приглашались люди. Кто-то готовил еду и говорил: "Ну, угощайся, делись, вот, пожалуйста", и смотрел на то, как насыщается другой человек. То есть готовишь для кого-то, не для себя. Платье одевается, ну, я знаю, люди много говорят: "Это для меня, это только для меня, это лишь только для меня, это вот я себя так люблю". Бах, фотография в "Фейсбуке". Ёшкин-то дрын. Ну зачем же ты ее запостила? Прям только для себя? Ну ты бы ее одела, походила бы в темноте, в пустой комнате, порадовалась бы, сняла, повесила в шкаф и не изнашивала бы вещь, ну, если она только для тебя. Но нет, это никогда не только для тебя. Никогда не только для меня, никогда не только для кого-то, знаешь. И тут момент, насколько ты хочешь с кем-то делиться. Если у тебя люди, с которыми ты хочешь поделиться едой, вещами, своим внешним видом, своим настроением, своим прошлым, своими воспоминаниями, своими чувствами. Когда они есть, это, ну, действительно какое-то счастье. Когда их нет, вот это беда. А что делать, когда их нет? Что делать, когда их нет? Ну, я для себя, у меня был такой период, когда оказалось, ну, мне казалось, что все люди добрые, но это было не так. Но Это опять же, было. для гармонии во Вселенной нужны разные люди. Да, да, абсолютно верно. Это вызвало какие-то протесты, это все пережевывалось у меня внутри, в голове. Я думала: "Как же так? Почему же так? Почему же это все не так? Почему же все мои вот эти вот какие-то представления в каком-то идеальном мире рухнули?" Но потом я поняла, что если их нет, вот, то нужно просто сесть и сидеть.
Ничего не надо искать. Может быть, ходить куда-то, может быть, смотреть на небо, может быть, смотреть на кусты, может быть, трогать дождь, может быть, просто молчать. И потом внезапно рядом с тобой кто-нибудь обязательно сядет и скажет: «Привет, я смотрю, вы совсем одни, я тоже». И все, и вот так. Либо ты увидишь человека, который тоже сидит, смотрит точно так же на падающую звезду. Что-то произойдет само, человек появится. А что у тебя появилось после такого сидения? И появилось много людей, и не могу сказать, что все они понимают меня, и я всех понимаю. Нет. Но они появлялись в какие-то моменты, они приносили каждый свой вопрос, каждый свой ответ. И я наблюдала и думала: а как так вообще может быть, что вот сейчас мне нужно вот это, и я это получаю? То есть у меня есть вопрос, например, у меня был вопрос, как быть самостоятельной. То есть это было, наверное, нет, это, конечно, самостоятельная, но где-то в глубине души вот этот советский ребенок с его коллективизмом, он все еще жив был. И появился человек, который меня научил этому. А потом ушел, когда я научилась. Мне нужно было научиться учиться, и появились люди, которые учатся вместе со мной и учат меня учиться. Появлялись люди, которые научили, как не нужно делать, потому что это больно. Появились люди, которые научили тому, как не надо сдаваться вообще. Появились люди, которые в таких ужасных условиях, в которых, ну, я не знаю, как они вообще живут, а они научили меня, как можно радоваться при этом. Все мы боимся старости, и у меня есть несколько друзей, которые уже в таком возрасте, которые, ну, в наших просторах постсоветских это уже старики, знаешь, такие вот уже все, песок сыпется, можно уже 50? показывать место. Как под 50 лет? Нет, под 70, под 70. А то я уже хотела даже в старушечки записаться. Нет, 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 это явно не ты, это люди под 70, вот. И когда я увидела, что они ищут любовь, и я уверена, что они ее найдут, вот что самое интересное, потому что это такие какие-то люди, которые действительно, ну, ты смотришь на них и думаешь, им нужны отношения. И это не отношения про то, кто, знаешь, там чай заварит или стакан воды подаст. Нет. То есть у них в глазах жизнь, они хотят жить, они хотят ходить с кем-то за руку, они хотят делиться какими-то впечатлениями друг с другом. Ну вот какие-то такие вещи. То есть они настолько молоды внутри, что вот эти вот 70, они не видны совсем. Я практически попалась. А что произошло потом? Ну, у меня просто другие чувства, поэтому Мгм. это не То мои есть люди. то есть в момент, когда ты остановилась, ты позволила людям, просто хотя бы, зайти в твою жизнь, и не гоняться за тобой и стучаться, да, в закрытую дверь. Получается, где-то Да, так? конечно, конечно. Ну, я вообще люблю очень общение без, ну, это странно звучит, без пола, без внешности, без возраста, без ничего. Я люблю, когда, знаешь, как говорят, душа не имеет пола и душа не имеет возраста. Вот такое люблю. А когда начинаются уже, так знаешь, какие-то такие штуки, моменты, мне не нравится. Какая у вас сейчас погода? Давно ты на океане была? Я была по работе. Мы учили искусственный интеллект, как люди себя ведут на природе. Нам М. нужно отснять по 500 фотографий разных людей, которые там что-то делают в природе, чтобы искусственный интеллект мог потом генерировать что-то из этого. Вот тогда я была на океане. Ну, а ты успела насладиться, присутствием океана? Океан от этого места находится в 5 минутах езды на машине. Была я там раз, наверное, 5 за год. Это потому, что он тебя не вдохновляет или, Нет, наоборот, он очень мощный. Знаешь, он, когда ты приходишь на берег, он очень большой. Он какой-то, вот даже видно, что он больше, чем море, и это настолько какая-то, знаешь, величественно, что ты не хочешь ходить туда каждый день. Ты
Ты идешь туда, как будто бы у тебя что-то должно произойти, что-то должно случиться, чтобы океан призвал тебя. Вот у меня такое ощущение, не знаю. То есть в Но этом году позвал только 5 раз. да, вот он когда призывает, ты приходишь, смотришь. Обычно почему-то, не знаю, я никогда не попадала на прилив, всегда был отлив. Это пустота, водоросли, которые лежат на берегу. Это завораживающее зрелище. Ну, я всегда, когда тебя слушаю или смотрю на твою фотографию, для меня это вот завораживающее зрелище. И я знаю, что сейчас, может, ты не работаешь, но все равно мы когда-нибудь увидим книгу с твоими работами. Я вот все очень хочу. Она уже есть, она уже есть, она уже издана на французском языке. Эта книга, там есть мои работы очень много. И мне очень хочется, чтобы побольше людей их видело. И не просто видела, да, чтобы в каждой семье по максимуму были работы такого качества, потому что мы не говорим о качестве печати, да, сейчас на любой смартфон можно снять, и качество там тебе будет Да, вообще хоть обклей постерами весь дом, да, но то, что ты передаешь, да, вот эти вот моменты, секунды, вот это настроение, состояние, это, ну, я бы очень все-таки, я тебя буду, сколько тебя знаю, буду просить все-таки, чтобы ты как-то нам показывала больше своих работ. Вот, потому что, ну, пока я не знаю, кроме Фейсбука, там, Инстаграма, да, где можно увидеть их. Вот. да, нигде, наверное, только так. Были раньше выставки вот в Киеве, а сейчас, я не знаю, я тоже как-то не особо вижу в этом смысла. Смысл находим сами. Да, Хорошо. смысл находим сами, совершенно верно. Вот книга, которая сейчас есть на французском, она для меня имеет смысл, потому что она важна. Она дополняет дело, которое я начала, и, надеюсь, поможет в его реализации. У тебя есть желание поделиться о том, о чем эта книга и почему она важна? Ну, если есть желание, это без... Да, Если я, нет, конечно, могу поделиться, просто но ты я просто всегда делюсь. поделись. Я всегда делюсь. Если что, мы вырежем. Если, Я если дележка не, делюсь, но это всегда куда-то мимо кассы, потому что это, на самом деле, знаешь, такое впечатление на людей производит какой-то грусти очень Ну, сильно. ну, какой грусти, смотри, мне всегда было интересно, вот почему люди пишут книги, да, потому что я сама люблю писать, ну, вернее, я с детства мечтала писать книги, но всегда тоже казалось, это никому не интересно, я недостаточно там хорошо рассказываю, я там недостаточно то, а может, никому не будет интересно то, что я рассказываю. А потом я поняла, что вот мне важно прожить этот опыт, я написала книгу, для меня это была, ну, последняя книга, это как терапия для меня. Я прожила эту историю, мне стало легче, я полетела на Марс, встретила свою первую любовь, и все вокруг этого завертелось, и я выдохнула, и теперь готова жить дальше. Вот, поэтому мне всегда интересно, почему люди пишут книги. Вот ты написала книгу. Да. Зачем? Я познакомилась с поэтом, который отбывает пожизненный срок в украинской тюрьме. И мне понравились стихи, которые были написаны, они очень глубокие. Я познакомилась поближе с этим человеком, как человек творческий, и мне было интересно, что же за страшные злодеяния вообще совершил человек, который отбывает пожизненный срок с 19 лет. На данный момент это Стихи, да? 29 лет. Да, и пишет стихи вот именно в таком виде. Что же происходит? Что же это за чудовище, которое скрывается за такими прекрасными словами? Оказалось, что человек с искалеченной нашей системой, и когда я узнала всю эту историю, мне захотелось каким-то образом пролить свет на это все, чтобы общество увидело, что творится. Поэтому я написала об этом книгу, включила стихи, включила фотографии, конечно же, иллюстрации, и издала на французском языке, чтобы предложить подтверждение помилования нашему президенту. Потому что тут в книге можно объяснить вообще, что произошло. Это очень много слов, это очень много выводов, что, почему, как. И я постаралась показать трагичность и несправедливость наказания. А почему на французском? Потому что я сейчас нахожусь во Франции, и здесь очень сильные правозащитные организации.
Если это не будет работать, я подам французские варианты во все ассоциации французские с объяснением ситуации и буду надеяться, что эта возможность работает. Потому что в Украине за все это время очень мало людей получили помилование в таких случаях. Крайне мало их за все вот эти вот годы независимости, их можно перечислить на пальцах 2 рук. Это достаточно серьезная и страшная тенденция. Мне бы хотелось это изменить, эту тенденцию. На самом деле, как бы такие мощные зачем, они и двигают мир и заставляют его вращаться. Потому что если люди будут такими небезразличными, как ты, ко всему, что происходит вокруг, может, и люди будут наполнять смыслами свою жизнь прежде всего. Знаешь, сейчас происходит очень много страшных вещей, над которыми стоило было бы задуматься, но люди не делают выводы, не задумываются и продолжают со всех сторон делать вот какие-то страшные вещи. Мы видим это все. Это очень здорово, что такие люди, как ты, появляются, да, вот в пространстве вот таких поэтов, потому что, ну, не только поэтов, да, людей. Потому Знаешь, что, это скорее другое. Вот у нас, наверное, у тебя тоже, я так думаю, у меня было тяжелое детство. Оно попало на 90-е, и это была такая, знаешь, максимальная нищета, которая из возможных вообще. Вот, болезнь отца и так далее, и так далее. Я помню себя в то время, мне было 15-16, потом впоследствии. И знаешь, вот это состояние, что ты ничего не можешь, у тебя выхода вообще нет. И это было объективно так. Ну, если ты вспомнишь. в смысле, я в этом тоже выросла. Конечно, В да. чистом Если городе сейчас нет говорят выбора. люди, что все в твоих руках, ты все можешь. Нет, есть моменты в жизни, когда ты не можешь ничего. И это правда. Ты не можешь себе позволить даже, извините, шампунь купить. Ну, такие какие-то банальные вещи. Вот, ты будешь мылом мыться, в лучшем случае. И в такой момент у меня встречались люди, которые мне помогали, взрослые люди, и зачем они это делали, не одному Богу известно. То есть, знаешь, это были очень редкие моменты, очень редкие, но я помню, что они возникали и куда-то потом уходили, как будто бы их не было, знаешь. Ангелы. Да. И, наверное, я помню, как это, когда ты ни на что уже не рассчитываешь. Тебе неоткуда ждать вообще ни помощи, ни поддержки, ничего абсолютно. Ты в каком-то безвоздушном пространстве. Потому что кто-то приходит. Ко мне приходили. У тебя возникло, ну, даже не желание, а просто ситуация, когда ты тоже просто пришла и просто пытаешься помочь. Ну, знаешь, это как у меня просто есть возможность. Мгм. У меня есть голова, у меня есть руки, у меня есть компьютер, у меня есть искусственный интеллект, который может перевести на французский. У меня есть образование, сначала юридическое, потом экономическое. У меня есть некоторый аналитический склад ума. Я в это в себе отрицала, но он все таки есть. И, знаешь, не попытаться сделать ничего. То есть я потратила на эту книгу не так много времени. Ну, со всеми сбор материала, да, это было долго. А само написание заняло, ну, может быть, от силы 2 месяца. Так ли много я потратила? Не думаю, что много. Но даже если это подарит человеку надежду. Для надежды это совсем вот ни о чем. А если бы я этого не сделала, я бы думала об этом до сегодняшнего дня. Ты умница, что ты это сделал. Я думаю, что ссылку мы оставим под видео, если кто-то захочет поддержать из наших 3 зрителей. Я просто немножко, да, как бы издалека знакома с этой ситуацией. У кого возникнет вопрос, как вы общаетесь, я понимаю, что вы общаетесь, ну, через интернет. Да. Слава богу, есть такая возможность, да, сейчас. Я безумно счастлива, что я тоже поучаствовала в этом проекте немножечко. Я когда презентовала свою книгу про искусственный интеллект и рассказывала, что я с помощью искусственного интеллекта создаю картинки для стихов человека, который сидит в тюрьме на пожизненно. Да, это очень важно. И барышня из Франции выкладывает это все в ТикТок. Это было очень сюрреалистично, непонятно,
Но это было так классно. Я прям, знаешь, как бы, когда ты перестала просить, но я понимаю, что у тебя уже там появился и свой аккаунт, и уже начали там больше видео делать, но уже по-другому. Да, я уже просто переключилась больше чуть. Но тогда это было, вот, знаешь, как бы чувствовать тоже, что ты маленькая часть вот чего-то такого прикольного, необычного и, опять же, творческого. Вот для меня вот любой И мы кипиш. все равно, понимаешь, мы же все равно делаем это, мы все равно делаем что-то. Ну почему не сделать что-то еще со смыслом? Ну, взять чуть больше смысла, чуть-чуть. Наполнить Чуть больше смысл. смысла всего-навсего. Это же не стоит каких-то, не знаю, усилий. Ну, можно на разные темы. То есть вот поэтому, наверное, мне хочется, чтобы это имело какой-то смысл. Конечно, не просто вот повесить фотографию на стенку. Это хорошо, это тоже имеет смысл, да, ну все супер. Интерьер, эстетика, да. Но вот у меня, например, детские картинки на стенках, для меня это вот смысл. Мгм. Рисуют, и я их вешаю на стену. С тобой всегда интересно, приятно, и можно бесконечно разговаривать. У меня не так много. Знаешь, такие философские темы, что можно развивать. В чем-то смысл собираться, да, что-то записывать или о чем-то беседовать, если не наполнять это смыслом. То есть рассказывать о том, какую косметику, как бы, ну, то есть кому-то это интересно, вот, но мне кажется, что, ну, лично для меня намного больше интересных тем, связанных с творчеством, с креативом, безумными идеями. У каждого свои интересы. Для меня Да, вот творчество — это самый большой интересный процесс, который он бесконечный, которым я могу заниматься всегда. При любой погоде, в любом настроении, в любом состоянии. Плохо — занимайся творчеством, хорошо — занимайся творчеством. Просто оно разное. Там, когда хочется, то есть могу повязать, могу пописать, могу вон поиграть. Учусь играть на виолончели все-таки. Не жду полета на Марс. Учусь. Я бы хотела тебя спросить, чем бы ты хотела наполнить свои ближайшие дни, каким вдохновением, что бы что бы ты себе пожелала, чтобы ощущать себя больше счастливой и получать удовольствие, что бы ты себе пожелала? людей. Людей. Я хочу людей, которые хотят посмотреть на себя. Мгм. Я Через да. призму твоего восприятия, через твою камеру. Я хочу показать, а они покажут мне что-то новое. Хочу так. Ну, Да. отлично, я тебе этого желаю. И если вдруг кто-то будет смотреть из Франции, как называется тут та область, район или город, кто бы там знает, от Парижа далеко. От Парижа 300 километров. Это возле Ла-Манша, регион Кальвадос, город, прошу прощения, Кан. Кан. Кто-то не Каны, да, еще не Каны, Нет, не но Кан, не Кан, Кан. мгм. Ну, кто там у нас будет недалеко, да, как бы звоните, Ну, в пишите. принципе, я очень мобильная и езжу везде. Ну, у меня были съемки в Амстердаме, Роттердаме, Брюсселе, Париже, Киеве. Мгм. Отлично. Ну, пока еще в Сан-Францисчине не было, но я очень, Французщину хочу. Хочу да. Сан-Франциско. Ну так надо сделать шаг и сделать визы туристические, Ой, приезжать. точно, кстати, да. Тут радость для фотографа. Такое количество разнообразных людей, природы, погоды, состояний. Ну, то есть, Слушай, действительно, сделать шаг и сделать визу, посмотреть, что там. Это правда. ну тогда я Хотя тебе бы желаю, да, вдохновения и людей, которые хотят увидеть себя сквозь призму твоего творчества. Вот. И я не знаю, вот, как говорится, не предполагалось доставать карты метафорические, да, но вот мне захотелось. Да, я знаю, что ты любишь. Ну, тогда почему не воспользоваться? Что ты хочешь посмотреть, что хочешь видеть, какой запрос для карт? Но если мы говорим о том, что ты себе желаешь людей, да, как бы может, что тебе поможет, или где их искать, или как проявляться, как людям показать, что ты есть, да, то есть через что, через какие инструменты.
как, в какой газете написать, там, не знаю, там. Ты знаешь, я, кстати, вот по людям я немножко нащупала почву. У меня был очень такой большой вопрос языковой. Мне все время казалось, что если я плохо говорю, если у меня акцент, если я вот коверкаю слова, строю плохо фразы, медленно, тормоз и так далее, значит, все, фотографом я быть не могу, потому что я привыкла с людьми общаться. Вот это вот очень сильно меня блокировало. То есть я, в принципе, даже не искала. Тот, кто приходил, тот и пришел, а кто не пришел, то извините. Вот Видимо, сейчас я начала реагировать, да, я начала реагировать на объявления по поиску фотографов, и слава богу, знаешь, есть Мгм. отклик. Люди выбирают. Это уже сдвиг. Ну, начала я это делать месяц назад, Мгм. относительно даже может быть, 2 недели назад, относительно это недавно, скажем так. Поэтому, в принципе, я думаю, что сейчас только вопрос времени, когда они появятся, и сколько их будет, и, в общем, как это все будет. То есть это не так сложно, как мне казалось, как я себе там где-то придумывала внутри себя, знаешь. Да, и я тоже, я как ребенок сейчас, я же учусь, я как маленькая девочка. Которая формулирует свои желания, что ты хочешь. Да, я как маленькая девочка. А теперь мне хочется, знаешь, мне хочется избавиться от чувства того, что мне хочется быть с кем-то. Тогда как это может звучать? Чем ты можешь заполнить то пространство, которое как бы ты предполагаешь? Ситуация этого. А? Оно уже заполнено, уже все в порядке, понимаешь? То есть объективно нету причин для грусти, для каких-то, знаешь, ну, моментов. Но почему-то все равно чего-то, знаешь, как будто бы не хватает, и меня это беспокоит. Какое-то хочу освобождения вот своего такого, знаешь. Я не знаю, как это объяснить. У тебя есть такое? Вот тебе хочется быть с кем-то? Вот, чтобы кто-то был. Периодически да, да, периодически да. Может, Мне это хочется быть. нормально, может, от этого нельзя избавиться, может, это просто человеческое что-то. Наверное, да, потому что, ну, допустим, на бытовом уровне очень хочется иногда, чтобы был кто-то рядом, который там разрулил эти вопросы с документами и так далее. Потом посмотришь, как там некоторые мужчины трепят нервы своим женщинам, так это не, мне нормально вообще. Я И так такая, хорошо, сама справлюсь, да? мне так хорошо, я вообще, как говорится, официально не была замужем, и мне так хорошо, у меня нет этих напрягов. Вот. Но периодически очень хочется теплоты. Вот, ну, мне кажется, что ну, это нормально, и вот эта теория, что когда-то нас кто-то разделил на половинки, ну, хочется в это верить. Вот. Но я не знаю, как, ну, это мечты о любви, мечты, чтобы быть любимой, любить, ну, это же нормально. Нас, наверное, тоже как-то греет, стимулирует, вдохновляет. Вот, если тебе это мешает, конкретно какому-то человеку или в целом тебя это напрягает? Да ты знаешь, меня напрягает, что вот, я даже не знаю, какая-то... У меня такое ощущение, что это делает меня такой, знаешь, какой-то слабой. Так а что в этом плохого? Не знаю. Что в этом? Может быть, Ну, классно, когда ты слаб, знаешь, ну и рядом кто-то есть и такой, знаешь, говорит: "О, моя малышка, сейчас все будет". это же тоже навязанный нам стереотип, что мужчины Да, сильные, а женщины слабые. Это ж как да, раз прелесть во взаимодействии, да, и то, как люди могут проявляться в разных ситуациях. Допустим, ну, как да, бы есть же счастливые семьи, где, допустим, он домохозяин, она там бизнес-леди, и она приходит домой, и она чувствует себя любимой, да, и как бы он сидит с детьми. И я тоже видела такие, и они больше счастливы, чем некоторые, когда мужик там, пришел, я сказал, да, там типа, как бы, и жена такая домохозяйка замотана. То есть все это относительно. Но по поводу свободы, свободы от именно. зависимостей, да, нет. Да, да, скорее вот так, да. Потому что, Да. ну, для меня творчество — это тоже зависимость, но это приятная зависимость, потому что, допустим, алкоголь, наркотики, Зависимость люди. от состояния. Ну да, это, ну, как бы Творчество — это действие, алкоголь, курение и так далее — это скорее, знаешь, как заменитель. ну да, то есть потому что это все можно достигнуть просто там, опять же, путем медитации, там, создания чего-то, креатива, это намного ярче, круче и Да, не так разрушает. да, ты знаешь, я вот в последнее время, кстати, ну, если так уж быть честным, то очень мало делаю в плане фотографий, вот только такие, знаешь, вот то, что за деньги.
Это меня тоже волнует, потому что у меня такое, знаешь, ощущение, какой-то такой дисбаланс наступил в этом. Потому что вот я помню, когда приехала во Францию, я снимала просто потому, что мне надо было снимать. Вот я снимала, я что-то делала, знаешь, я вот выходила, я смотрела, ну, что-то искала. Сейчас у меня есть даже возможности, но нету вот, ну, знаешь, какое-то такое вот выгорание, что ли, не знаю, что, как это объяснить. Вот заранее. Ну, потому что надо запускать, вот я запускаю творческий процесс, когда я очень устаю и сижу и вяжу. Оно не А, связано да? с основной деятельностью, да, но оно запускает во мне какой-то творческий процесс. И я тогда, я повязала, и все, мне тогда легче там что-то или написать, или там создать, или снять, или что-то еще. То есть как-то запустить этот процесс. Но опять М. же, возвращаясь к тому запросу, да, все-таки запрос о свободе от как бы зависимости, да, вот, или как? Да, скорее всего, да, потому что я вот где-то отлавливаю, что у меня есть какая-то зависимость от отношений, знаешь. И я вот в себе это чувствую, что, знаешь, вот все-таки где-то там не в такой ужасающей форме, где, знаешь, ты там зависим от этих. Я останусь до конца жизни сама. Да, Да, нет, это меня вообще не пугает, вообще никак, ну, честно. Но вот она, знаешь, где-то вот в глубине что-то такое поднимается, и ты думаешь, блин, ну вот что-то не так, что-то вот такое, знаешь, какое-то странное. Я хочу от этого избавиться, я не хочу об этом думать, я хочу, ну, знаешь, выйти на другую какую-то плоскость, вот правда, знаешь, превратиться в этого ребенка, которому это вот вообще все ничего не надо. Вот я так хочу сейчас. То есть если оно будет, слава богу, знаешь, ну, всё хорошо, я не откажусь. Если нет, то, ну, как бы. За то, что вот пришло вытащить одну карту, если ты будешь продолжать находиться в этом состоянии зависимости от этих отношений. И вторая карта, что ты получишь, если ты станешь на путь свободы, да, ты попытаешься Да, освободиться. да, И просто чтобы внутри сравнить, меня что-то внутри держит, понимаешь? потому Ну, вот что, да, потому какая-то что установка никто такая. не знает, может, знаешь, как бы тебе, для того, что человек это, я ж не знаю, поэтому давай вот с этой стороны посмотрим. То есть первая карта, если ты И да, слушай, может, это будешь. даже вообще не про отношения. Мне кажется, просто меня что-то блочит. Мгм. Хорошо, значит, Ну, у них блочит. мгм. Хорошо, блочит от, еще раз, тогда надо найти, в чем блок от чего? От свободы этой внутренней? Так вот я её не чувствую, вот в чём дело. Знаешь, я перебираю внутри себя, я думаю, вот я избавилась от этого, от этого, от этого. Знаешь, у меня нету зависимости такой, 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 такой. Ну, в принципе, ее нет. Но, я не могу понять, знаешь, у меня вот с детьми все прекрасно. Вот, в общем-то, знаешь, так сейчас Мгм. вот Богу хорошо. Но я не могу найти свой смысл. Ну их Знаешь, же нет. у меня вот была книга, это был смысл какой-то. Я не чувствую, знаешь, что вот я как-то что-то делаю такое, что очень важное или что-то кому-то нужно. Вот когда снимаю, допустим, за деньги, я чувствую, что я что-то делаю. Знаешь, раз люди что-то даже платят, знаешь, вот, значит, выходит, это вот точно нужно, За 100% нужно. деньги, да, Я я на своем месте. согласна. Да. Я сейчас в квартире не люблю убираться, потому что это бесплатно. А я Да, здесь я в Америке поняла, что извините, за $25 я могу убирать, а бесплатно нет, горя на огнем. да, да, это какие-то, знаешь, какие-то действия, которые, ну, хоть каким-то смыслом насыщены, понимаешь? Вот у меня какой-то. Я Это начала я начала смотреть дораму, Ксюш. ничего себе! Так это ж Да. не ты ж видишь, ты сама себе все проговорила и рассказала, тебе уже карты не нужны, но мы вытащим. Получается, вопрос не в блоке, А в вопрос чём? в отсутствии, опять же, вот этой вот большой бессознанной цели, которая выходит за рамки, реальности. То, о чем мы с тобой еще на сессиях говорили. Да. Когда помнишь, потому что когда я создала себе большую амбициозную цель, что я хочу полететь как тренер творческих состояний экспедиции на Марс, у меня сразу нарисовалось такое количество возможностей, поэтому вопрос, видишь, не в блоке, вопрос в том, что нет вот этого двигателя, ты не знаешь, куда двигаться, не знаешь, чем наполнить смыслом, вернее, как наполнить смыслом этот путь, да, то есть куда ты вообще идешь, зачем все это надо, Блин, да? у меня есть одна мысль, я её думаю, знаешь, я стою на одной ноге, можно сказать, знаешь, я никак не могу поставить вторую ногу. В общем, короче, я не знаю, что происходит, но мне кажется, что вот эти вот совковое прошлое моё, знаешь, вот это вот, угнетенческое, просто я не могу всё рассказать. Ты себе диагноз поставила, молодец, это возможно Да, ну что я лечить. хочу, ну что я хочу, вот Ну теперь вот вопрос. желание, это вопрос,
То есть тебя блочит и ограничивает твою свободу именно отсутствие умения вот этой жизненной импровизации, да, и как бы ты не знаешь, Вот, что... все, я сформулировала. Сейчас. Я сформулировала. Спасибо. У меня есть цель, я делаю, ну, где-то как-то я что-то выполняю для себя, у меня есть какие-то моменты, но у меня постоянно, мне кажется, что мне нужна, ну, мне нужен кто-то, вот как команда, я не знаю, что это такое. Вот, ну, я очень плохо играю в одиночку. Мне нужно научиться. Что поможет тебе Может мне двигаться. стать игроком-одиночкой, потому что вот этот вот постоянный поиск костыля, понимаешь? Там Понимаю. ассистент, что-то еще. Помнишь, вот я, ну, даже в книгу хотела опубликовать, я тебе написала: ой, Ксюша, у меня что-то не получается. Понимаешь? Понимаешь. Вот это Я вот оно, знаешь, то есть ты можешь один это сделать, ты точно можешь 100% я могу, знаешь, вот 200% я могу. Но в этот момент я начинаю искать еще кого-то. одобрение, поддержки, да. Даже не так, а чтобы, знаешь, разделить вот это вот действие. Я хочу разделять действия. Вот. Я точно знаю, что я могу его сделать сама. Как 100%, 200%. научиться действовать самой, не разделять действия, да, что поможет. Да, но у меня какое-то, знаешь, такое внутреннее желание разделять действия. Вот как и с едой поделиться. Знаешь, люди делятся едой, а я делюсь Действия. действиями, да, потому что я люблю действия, я очень люблю действия, я люблю путешествия, я люблю океан. Мне вот к этому океану не с кем выйти. Я не люблю одна. Ну, это факт. Знаешь, вот тоже, ну, как записать там какое-то видео, сфотографировать какой-то цветок. Ты, блин, один на один с цветком, ты не с человеком. Ты ему цветку нахрен не нужен. Понимаешь? Да, да. Я очень тебя понимаю. Я тоже не люблю ходить в театр, Я хочу иначе. разделять действия, знаешь, вот я приехала к французу домой, он пенсионер, он старенький уже, ну, любовь ищет. И я у него что сделала первым делом? Я говорю: слушай, ну давай разбарахлим твой дом. Ну, он мне пожаловался, говорит: ты знаешь, я столько хлама не своего собрал, говорит, я не могу на него смотреть, мне душно, я чувствую, что я старею, я умираю в этом доме. Я говорю: подожди, сейчас давай разбарахлим твой дом. Он сразу в кусты, в кусты. Я говорю: не, давай. В общем, короче говоря, мы вынесли полдома. Он был таким счастливым, я была такой счастливой. Хотя я не люблю уборку, знаешь, я не люблю это все. Но это было кайфушно. Мы сделали это вдвоем. Ради кого-то, да? Тебе Мы- сложно действовать ради себя, получается? ну да, мне неинтересно. Я не понимаю, что я в жизни хочу. Я не хочу вкусной еды, знаешь, вот одной. Не хочу, не знаю, я не хочу стоять на океане, смотреть в пустоту и, и не хочу. Ну, мне многое не нравится делать одной. Мгм. Какое-то делать, знаешь, типа там копать, сапать, какие-то монотонные дела. Пожалуйста. Я ухожу в астрал, я делаю. А так получается, ну, как бы ты в этом кино играешь роль узника-одиночки, понимаешь? Узник одиночек. Может, я поэтому и попался такой друг, узник. Ну, не одиночка, но Да, всё. ну, на самом-то деле там больше социума, чем у меня. Да? Ну, Ну мне так, сложно, я же не знаю, какой там если разобраться, знаешь, что тут наоборот, кстати. А я видела даже в ТикТоке, там кот у них есть, да? Это был, да. Его потом забрали в мешке, М. вынесли. Ну, тоже, видишь, свои трагедии есть там. Да, ну, Хорошо. В общем, возвращаясь к тебе, этому запросу, да, потому что ты понимаешь, вот ты мне говоришь, и я пока вот не вижу не то, что там проблемы, да, то есть как это... я тоже вот когда говорю, то не вижу. На самом деле это нормально желать Слушай, разделить. А? обычное человеческое одиночество, как у всех, блин. Только людей с такими же вопросами, по-моему, правда? Не, каждый запрос и вопрос уникален, вопрос по отношению к тебе, да, то есть вот что, то есть знаешь, как из серии «я не верю», мне кажется, что еще глубже, запрос еще глубже, то есть не просто Да. там, как научиться там типа как бы действовать самостоятельно, ты это умеешь, как научиться не разделять, нет, вот, ты помнишь вот это вот, Научиться радоваться тот самый самостоятельно. Мюнхгаузен, когда сцена перед тем, как он полетел, там типа, что хочешь сказать мне, там, она сказала, я люблю тебя, он говорит, нет, не то, нет, не то, и она такая, порох мокрый, знаешь, что сцена.
Да. Вот постарайся, знаешь, максимально быть честной перед самой собой и сформулировать так, чтобы вот было вот чтобы оно было. Потому что, знаешь, как бы запрос менялся, и в нем, блин, я не знаю, я ж ты понимаешь, что же нудила в этом плане. Карту-то я могу вытащить, ты все равно увидишь, что захочешь, но Да. вот хочется понять, что для тебя сейчас все-таки является проблемой. Отсутствие вот этой большой амбициозной цели или нежелание разделять действия, понимаешь? Вернее, желание разделять действия с кем-то. Желание разделять действия, не перекладывание ответственности. Вот слово «ответственность». Я не хотела сама его произносить, чтобы ты это произнесла. Перекладывание ответственности, конечно, это же одного поля ягода, потому что вот видишь, как ты говоришь, вот бумажки надо бы, конечно, хотелось бы на кого-то их спихнуть. Но пока ты не разберешься, что надо спихивать, тебя всегда там надурят, ты заплатишь миллион денег. Но пока ты не Надо знаешь, сначала как это разобраться, чтобы работает, было да, что перекладывать. да, Понимаешь? И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Вот. да. Поэтому вот когда ты произнесла вот слово «ответственность», вот оно, да, то есть как перестать перекладывать ответственность как бы на других. Это вот вопрос. Как Да. взять ответственность на себя, да, что Да. поможет, да. Я даже не знаю, знаешь, вот самое такое, блин, я как будто бы за все ответственная. Ну вот, знаешь, внутри себя тоже не то выходит. Вот это как с фотографией. Вот у меня не было съемок, потому что я думала, что я не знаю языка. И смелости, знаешь, какой-то не хватает. Вот я как будто бы вот в этом себя и блочу. Я же могу кучу людей привлечь. У меня может быть какие-то и творческие проекты. Спасибо тебе вот за сегодня, правда. Знаешь, не с каждым в жизни случается вообще-то, да, мы же тебе там предлагали вообще поучаствовать где-то еще в таком крутом чем-то. То есть я же, не дурак, как говорится, я же это все вижу. Ну, то есть нифига у меня плюшки тут, и я тебе пытаюсь сказать, что нет, что-то не то, Ксюш, что Ну так хочется же разобраться, что не вот то. у меня такое ощущение, что у меня, знаешь, вот этот потенциал, он не раскрыт, он не раскрывается. Я сама себя его, понимаешь, вот, ага, я не пойду снимать, потому что я языка не знаю, понимаешь? То есть, нахожу оправдание, почему я это не точно. Да, я нахожу в себе оправдание, почему я не делаю что-то. Ну, так Господи, мы мастера, Анечка. стыдно-то как неловко получилось. Упс. Ну так возвращаясь к тому, что когда нет вот этой себе Блин, так придуманной. неловко, знаешь, как будто пукнула в одном месте. Так что делать будем? Так, как, Цели ставить, да, придумывать как не мечты. находить в себе оправдания, как быть более мотивированной? Вот. Хорошо, где Вот. твоя мотивация? Хорошо, сейчас. Сильная мотивация, да, сильная мотивация. Где твоя мотивация? Где твоя мотивация? Да. Всё я придумываю какие-то странные сказки, чтоб только ничего не делать. Это ужас. Как Да, вообще ты дожила до такого возраста? я не знаю. Я потом выведу на экран. Ага, понятно. Все, не продолжай. Не надо. Хватит. Закрой эту карту. Я вижу. Я все поняла. Я уже Всё, дам. Всё. с нами поделишься? Со мной и с Конечно, нами. конечно, мотивация в любви. Любви, да, все-таки в любви. А в любви, опять же, к кому-то, к себе, к океану, к чему? По всему. Не полюбишь себя, не полюбишь никого. Не полюбишь Ну, это как никого. делиться надо тем, когда говорят, да, вот опять же, вот это десятинное, да, почему? Когда у тебя есть достаточно, и ты можешь поделиться, потому что последнее отдавать Да, нельзя. Поэтому тебе, любительнице, поделиться, да, надо, опять же, наполнить себя любовью, чтобы... Да, красота. М. Ну что, опять про эту любовь к себе, да? Ну как без нее, ты знаешь? Я тебе могу сказать с высоты моего под 50-летнего возраста, что любить себя Блин, это классно, понимаешь? И вот я вот только тоже на пути, только начала вот тебе к правда себе. 50? Мне будет через 2 года. Через 2 А года. зачем ты говоришь, что тебе 50? Слышь, подмазываешь. Под 50, я сказала под 50. Вот Вот. 50. Под 50, потому что в 90-е, в юности, мне казалось, что люди не доживают до такого возраста. И у меня Не, же 50 многие не это дожили, в ничего. принципе, да. Да. Поэтому, так как я уже, в принципе, по ту сторону возможностей своих, я могу сказать, что вот недавно я это почувствовала,
когда действительно к себе очень хорошо относишься, это так классно. Роман с собой и любовь к себе – это, наверное, вот высшее наслаждение, которое можно испытать. И вот, кстати, вот медитации, наверное, помогли, когда, понимаешь, время, проведенное с самой собой, намного круче, чем вот эти все люди вокруг, вот, которых ты можешь разочароваться, которые могут огорчить. Ты понимаешь, когда Ты знаешь, начала мне Катя. тоже, я так схлопнулась для самой себя, правда, если честно. Ну, в плане, знаешь, я не выхожу из кокона сейчас особо. Ну, вот занятия, такая легкая социализация, скажем так. Мне, правда, хорошо. Я даже дораму начала смотреть. Это вообще для меня победа. Я за 2 года не смотрела ничего, ровным счетом ничего. Мне казалось, что я, ну, теряю время, знаешь, что мне нужно учить что-то, мне нужно работать. Дорама. Но наполняет, если наполняет и вдохновляет, почему бы и не Я не посмотреть? знаю, как оно работает, скорее как медитация. Но дело не в этом. Дело в том, что мне вот, я не понимаю, вот, зачем мне вообще что-либо, если мне с собой так классно. Знаешь, мне вообще классно под одеялом лежать. Оказалось, я в этом настолько хороша, знаешь, что мне это немножко пугает. Что нет мне равных в этом Нет нет. мне равных, особенно когда есть шоколадка и чаек, понимаешь? То есть со мной этого, ну, 1000 лет не было такой фигни, знаешь, ну, вот, может быть, только в детстве была такая фигня. Книжка, шоколадка, чаек, какая-то, знаешь, вот это вот. Может, это и есть жизнь? Может, я не знаю, в том-то и дело. Я Ты встревожена, я не понимаешь, понимаю, что. я недавно, мы переехали сейчас в новую квартиру, ну, в смысле, да, ну, в новую квартиру, где здесь красиво, хорошо, все работает, чистый воздух, красота, вот как я люблю, все эстетично. И я себя словила, ну, у меня получается, когда я лежу, видно окно и жилой комплекс, в котором я очень хочу жить, ну, намного дороже, но очень классно. И деревья, так, ну, очень красиво, очень классно. Я себя словила на мысли, вот утром, ну, рано проснулась, и просто лежу и смотрю, как тень на стене, вот эти листья тенью играет, Да, и я да. залипла. И я поняла, что я такого залипона не ощущала вот ну, с детства, с юности. У меня то же самое. Я не могу. Я Это иногда такой залипаю на кайф. 15, на полчаса я могу залипнуть на чем-то. Мне так стыдно бывает иногда. Знаешь, я так Нет, всплываю, потом думаю, это классно, когда ты перестаешь нормально? как белкой в колесе, это кайф. Понимаешь, я много лет не могла остановиться. То есть, опять же, вот Да. ты остановилась, в жизнь пришли люди, а я до сих пор, я в таком ритме живу, некоторые не могут впрыгнуть вообще в мою жизнь, даже рядом пробежаться, потому что на такой скорости живешь, что люди просто не успевают. А тут я лежу, смотрю на стену, эти листочки играют, я такая, боже, какой кайф. Я никуда не хочу. Я Да. никуда ничего не, никакие цели амбициозные, ничего не Да. хочу. Ну Просто вот. хочу. Слушай, Так мне может вот мы этот учимся бельгийский жить? мне бельгийский фотограф говорит, поехали опять, ну, он опять начинает говорить, давай ты приедешь сюда, мы устроим проект, поедем еще на Тенериф, помнишь, давай на Тенериф поедем. А я не хочу. Я хочу пододелка и чаечек, да? Я не хочу с ним на Тенериф, я не хочу его видеть просто, знаешь, ну вот я уже знаю, кто этот человек, что он из себя представляет, понимаешь, чего он хочет, я знаю, уже точно, 100%. Это вот. И я не хочу. Я не хочу ничего изображать, я не хочу его постоянно вот это вот отталкивать от социальности, знаешь, парировать. Не хочу, мне неинтересно. Ну так Понимаешь? вот, наверное, в этом и есть смысл жизни. Делать то, что тебе нравится. М, Когда ты можешь себе позволить полежать с одеялком, посмотреть драму, наполниться чем-то, чтобы у тебя были силы делиться. Поэтому, может, это и есть жизнь. Поэтому видишь, как бы мы с тобой тоже опять синхронизировались. Слушай, мне стало легче, что ты тоже так делаешь. Ну, так я кайфанула, ты понимаешь, это из серии «Лучше, чем трахаться» называется. Да, Просто залипнуть, понимаешь, и да, кайфануть вообще да, да, да. от того, что это есть, и что ты можешь это видеть, что ты можешь кайфовать от таких простых вещей. А, Хорошо, дорогая, опять же, бесконечная беседа может продолжаться вечно. Знаешь, как есть вот этот Twitch, да, или как там, платформа для стриминга. м, Когда-то я такая думаю, господи, ну ты ж столько времени не тратят на вот эти беседы с этой аудиторией, это часы. А потом я
Вот сейчас я понимаю, когда у меня все больше и больше людей, с которыми я общаюсь по интернету с удовольствием, я такая, ну почему бы и да? Да я готова, допустим, с Аней с утра встретиться, там, делать перерывы на чай, разговаривать целый день. Я это ж такое, и опять же, это вот как смотреть на листочки, как на тень от веточек. Понимаешь, ну, если это кайф, почему бы этого не делать? Я лучше отодвину какие-то встречи, лучше мы поговорим и поделимся просто нашим хорошим настроением с другими, да, пусть тоже, если даже никто не посмотрит, я сама с удовольствием пересмотрю, понимаешь, и буду кайфовать о том, что в моей жизни была эта беседа. То есть я тебе благодарна, я прям у нас как раз день, солнце и прекрасное настроение. А у вас уже вечер? Да, у нас уже вечер, и знаешь, с утра мне вот вообще такой какой-то, как это, я не знаю, амебности. Вот эта вот встреча меня только вытянула. Ну, видишь, я рада, что мы закрыли много вопросов, Да, наполнились хорошим настроением, синхронизировались, поняли, как что всегда, знаешь, терапевтический эффект. Вот общение с тобой происходит, и получается какой-то терапевтический эффект. спасибо, дорогая. Это всегда так, знаешь, у тебя какой-то такой позитивный заряд. М, Позитивный заряд, потому что другие, как это ни странно, есть контакты, которые ты не знаешь, что принесут. Знаешь, ты вот можешь начать как угодно, а потом раз и куда-то что-то ушло, то в какую-то войну, то в политику, то в какие-то, знаешь, философии, которые вообще в жизни ничего не решат по итогу, но настроение испортят. Но я в этом человек очень предсказуемый в этом плане. Я, А вот я думаю только да, про вот я всегда творчество. всегда: «Так, что у вас там с творческим состоянием, сударыня? Что не так? Подождите, сейчас будет метафорическая карта, все. И все, и ты уже начинаешь думать: «Так, там надо выкопать все, что не так, потому что шанс у тебя только один. Сейчас выкапываем, все разбираем, и потом ты миссис Идеал». Ну все, теперь под одеяло с чаечком. Смотреть Да, прекрасные сны. да, М, дораму. Сны. да, тепло. Я больше не буду тебя задерживать. Спасибо. Вот. Иногда надо, да. Спасибо тебе большое. В общем, ну, до новых встреч. И в эфире в том числе. Мне Да, было до очень новых встреч. приятно пообщаться в таком формате. Обожаю. М.